Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео хочу поделиться таким простым дизайном, очень быстрым и легким в исполнении. Данный дизайн очень многим моим клиенткам пришелся по душе. То, что надо для моих сорок. В нем есть и блестки, он красиво очень переливается, и в то же время можно его на каждый день. Что-то свеженькое, современное и быстрое и легкое в исполнении. Итак, приступим. Вместо жидкости для работы с полигелем я использую обычный антисептик для рук. Наливать и обмакивать кисть буду в таком стаканчике баночки. Предназначены эти стаканчики изначально под мономер для акрила. Нажимаю 4 впрыска, мне нужно небольшое количество. И также для работы с полигелем или акригелем буду использовать вот такую плоскую овальную кисть от TNL. 6 мм шириной, очень мягкая синтетика, на обратной стороне со шпателем, хотя наличие шпателя не обязательно. Для подложки и укрепления ногтей буду использовать полигель с безумно красивыми блестками. Все ссылки и названия найдете в описании под этим видео. И один из самых полюбившихся цветов мне и моим клиенткам – это Patty Queen. Я выдавила на ноготок каплю полигеля чуть больше горошины и смачиваю кисть, в моем случае в антисептике, либо в жидкости для полигеля. Приминаю и разглаживаю эту каплю по ноготку. В центре ноготка толщина полигеля где-то 1,5 мм и к кутикуле и боковым валикам сходит на нет. Просушиваю полигель 60 секунд. Таким же образом повторяю на всех ноготках, в моем случае это типсы. Размер шарика, естественно, зависит от длины и размера самого ноготка. Будет это горошины или 1,5, а может быть и 2 горошины. Блестки, эти кусочки, шестиграннички очень напоминают переливы в тирке единорог. Сушу 60 секунд. Следующий цвет полигеля Tiffany Pink. Это такой благородный розовый, я бы сказала, цвет розового золота. Выкладываю полигель, как и на предыдущих ноготках. В этом и быстрота этого дизайна. Полигелем очень быстро сделать коррекцию или укрепление, либо моделирование, наращивание ногтей. Просушиваю 60 секунд. Также можно использовать полигель, например, с серебристыми блестками. Принцип такой, что подложка у нас с разноразмерными какими-то красивыми безумными блестками. Если нет полигеля с блестками, можно, конечно, найти аналоги, на сегодняшний день их очень много, либо намешать прозрачный полигель, акригель с уже имеющимися сыпучими в баночке блестками. Сушу 60 секунд. И как альтернатива покажу вариант в гель-лаке. Я перекрыла базой для гель-лака ноготок, просушила ее 30 секунд и выкладываю на нее ровный такой побольше кусочек поталя. Приглаживаю мягко кистью, разглаживаю, он ложится очень гладенько, ровненько, красиво. По периметру, по краям сделаю в некоторых местах небольшие такие трещинки, надрывы специально. Прокорябаю. Так, на мой взгляд, получается более эффектно. Кистью мягко приглажу, чтобы ничего нигде не торчало, и просушу 10 секунд в лампе. Вернусь к полигелю. Те ноготки, которые выложила, снимаю липкий слой, обязательно обезжириваю и подпилю, выровняю. Можно это сделать пилочкой, но мне аппаратом и вот такой керамической фрезой с красно-синей насечкой, усеченный закругленный конус, удобнее всего и быстрее. Обтираю ноготок от пыли. И приступим теперь к самому дизайну. Йогуртовым гель-лаком мятного цвета прорисовываю полукругом мазок. Засушиваю его 30 секунд и рисую точно так же, только чуть-чуть в обратную сторону, полукругом фиолетовый мазок. Также это йогуртовый гель-лак, кисть полусухая, подсушиваю несколько секунд и прорисовываю уже бледно-розовым. Фиксирую в лампе и прорисовываю. Все мазки такие немножечко полукругом все-таки имеют какое-то направление. Желтым йогуртом прорисовала мазок и засушила дизайн окончательно 1 минуту. Ноготок перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости, слегка выравнивающим слоем. Все заблестело и запереливалось внутри. Очень красивые переливы всех цветов радуги. И очень эффектно это смотрится внутри под мазками. Вернусь к ноготку с золотой потальей, тот, что у нас в гель-лаке. Прорисовываю 2 мазка полусухой кистью бежевым йогуртовым гель-лаком. Просушиваю в лампе 30 секунд и белым плотным гель-лаком прорисовываю как бы штрихи, тоже мазки, также по диагонали.
и просушиваю 30 секунд. Просушив дизайн, перекрываю глянцевым топом без липкого слоя, слегка выравнивая. И дизайн готов, осталось просушить топ. Очень быстро и очень эффектно. Можно сделать как один ноготок, так и на всех. Следующий вариант покажу с яркими неоновыми мазками. Неоновым розовым прорисовала мазок, просушила его 30 секунд. И неоновым желтым по диагонали прорисовываю такой же. Также фиксирую промежуточно в лампе. А следующие два мазка сделаю йогуртовыми гель-лаками. Прорисовываю мазок мятного цвета. Фиксирую несколько секунд в лампе и йогуртовым сиреневым делаю также по диагонали мазок. Просушиваю дизайн в лампе. На сегодняшний день Паталь очень модно и актуально в дизайнах, и я решила добавить пару кусочков. Они очень хорошо клеятся на остаточную липкость этих гель-лаков, этих мазков. Пинцетом очень удобно оторвать необходимые кусочки и также перенести, а мягкой кистью пригладить, разровнять и, если необходимо, маркером-ремувером убрать где-то лишнее. Просушиваю окончательно дизайн 60 секунд и перекрываю глянцевым топом без липкого слоя, слегка выравнивая ноготок. И ноготок готов, осталось просушить топ. А следующий вариант на полигеле с блестками цвета розовое золото. Ноготок перекрыла глянцевым топом без липкого слоя, просушила 1 минуту и буду использовать вот такие вот чудо-красочки для объемных как раз вот таких дизайнов. Прямой плоской кистью шириной 3 мм. Прорисовываю вот такой вот штрих-мазок, фиксирую несколько секунд в лампе и прорисовываю в обратном направлении пудро-розовой такой краской похожий мазок. Стараюсь сделать его наиболее плоским. Просушиваю дизайн 30 секунд. Минус этих красок такого дизайна, он достаточно шероховат и цепляется. Поэтому я рекомендую прорисовать его наиболее плоским или после того, как он просох, пройтись пилочкой или бафиком, убрать торчащие заусенцы, чтобы он меньше цеплялся. Но очень красивое сочетание на повседневку. И ничем ведь не заменить эти красочки. И также хочу продемонстрировать, что данные дизайны хороши как на овале на миндале, так и на квадрате. Ноготок, укрепленный полигелем, перекрыла глянцевым топом без липкого слоя и просушила 1 минуту. И мазки буду эти прорисовывать опять этими же чудо-красками. Прорисовываю наискосок 2 мазка серо-голубой краской, фиксирую 10 секунд в лампе, по центру прорисовываю теперь в другом направлении, также по диагонали, пудро-розовой краской. Стараюсь прорисовать мазки не сильно шероховатыми, чтобы не было сильных торчащих ребер. Просушиваю 10 секунд и белой такой же краской прорисовываю пару мелких мазков уже поверх предыдущих. Очень нежно получается, необычно. Вот такие мазки, штукатурки на каких-то безумно красивых блестках. Дизайн окончательно просушиваю 30 секунд. И еще один очень эффектный вариант покажу на серебристых блестках в акригеле. Перекрыла матовым топом, просушила его 1 минуту. Прямой плоской кистью и гель-краской без остаточной липкости для поверхностного дизайна. Все ссылки, названия найдете в описании под видео. Прорисовываю по диагонали мазки. Просушиваю их ровно 1 минуту и аппликатором вглаживаю в них серебристую втирку. Тем самым создается очень интересный красивый эффект. Матовые блестки внутри бархатные и на них вот такие металлические мазки. Втирку и мазки эти необходимо перекрыть, запечатать, поэтому прокрашиваю их глянцевым топом без липкого слоя, достаточно тонко, тонкой кистью дорабатываю, чтобы топ также имел такие рваные очертания. Просушиваю его только 30 секунд. И плоской прямой кистью и белой вот этой краской, как замазка, прорисовываю штрих. Просушиваю 30 секунд и дизайн готов. Пилочкой можно убрать заусенцы, чтобы дизайн не был корявым. Я обтерла салфеткой смоченного обезжиривателя от остатков втирки.
Дизайн готов. По-моему, очень интересная идея и вообще сочетание. И не обязательно это должны быть серебристые блестки или какие-то такие. Поэкспериментировать можно не только с цветом блесток, на фоне которых делались эти мазки, но и вообще заменить блестки чем-то другим, фольгой или, может быть, даже чем-то другим блестящим. Я задала вам опять очередные идеи, и если это видео вам понравилось или было полезным, не забывайте ставить лайки, а также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!